Всем здравствуйте! Мы сегодня будем записываться с Ириной, точнее будем писать ее медитацию. Ваше тело, Еще раз. энергия проходит через ваше тело, наполняя его жизненной силой. Наполняя его жизненной силой. Жизненной силой. Вот это вот я беру. Хорошо. И пишем все остальное, я сейчас отредактирую. Хорошо, очень. Слушай, набираешь обороты, получается легче. Привет, дорогие друзья! Сегодня я в гостях у Евгения Павловича, Привет. и у нас состоится разговор на диване. Да, в целом. Добро пожаловать ко мне в гости. Спасибо, что пригласил. Да, Неожиданно, очень. Да, для меня это для самого было небольшим челленджем, можно сказать, таким интересным, потому что Ты не всех своих учеников домой зовешь? я вообще практически никого сюда из учеников-то и не звал. То есть у меня есть те, с кем мы изначально были знакомы. То есть, а потом они ко мне пришли на обучение. Нам это касается как раз и канала, например, ютубовского и прочего. А так, в остальном нет. А тут просто этот момент такой, ты говоришь, типа, я буду вот здесь, в Москве. Я такой, Я сначала сказала, я хочу записать медитацию. ну вот-вот, я такой, ну приезжай тогда. Класс. Приезжай, запишем. Случайностей не бывает. Случайности поэтому не случайно, я не мы верю в случайность. Дальше узнаем. Позже узнаем, зачем это все было нужно, да? Я думаю, что мы уже узнали, для чего это нужно. Да? Конечно. Во-первых, это выход из Зона комфорта. зоны комфорта своей. С учетом того, что ты никогда не писала, это было круто. С учетом того, что, я режиссировал, можно так сказать, но это не были кто-то, опять же, из моих учеников, что мы сидели и вот так вот. А тем более здесь. Да, вот здесь переделать. Ну, это прикольно. Но я думаю, что мы не за этим собрались. Да, мы на самом деле собрались, чтобы поговорить на другую тему, мне очень интересную, тему зависимостей. Скажи, пожалуйста, ты зависимый человек? От кого? Вообще в целом ты В имеешь? целом, да. Вот в данном случае меня интересует не эмоциональная зависимость, а какие-то химические зависимости, да, от Уже нет. веществ. Уже нет. Раньше, да. Вообще нет. Вот сейчас Сегодня у нас 13 число. 10-го, прошу прощения, 3 дня назад у меня было 2 года и 7 месяцев, как я вообще ничего не употребляю и не бухаю. слушай, круто, ты молодец. Спасибо. А ты? А у меня меньше 2 лет, на самом деле. Но все равно, Да. слушай, это очень большой момент. Причем я тебе больше скажу, что у наркоманов есть такая штука, как... Я бывший наркоман, если что. Я бывший наркоман, Вот алкаш. я хочу все знать. Да. Это как книга Сейчас, получается. подожди. Вот у меня как раз тут заготовлен следующий вопрос. Какие зависимости у тебя были? Расскажи. Из всех зависимостей, которые у меня остались, это я оставил себе только кальян сейчас. То есть я покуриваю кальян. А так, давай погнали прям с детства, да? С детства. С детства. Ну, рассказывай. С 11 лет я начал курить сигареты. Мгм. Кто-то говорит, что поэтому у тебя такой жесткий голос. Нет, не поэтому. Это абсолютно другая тема. Курить я начал просто с 11, прям очень сильно втянулся где-то, знаешь, наверное, мне было лет 16, я в технарь поступил, 15-16, я прям начал смолить. И где-то в лет 18, в 19 я уже перестал скрывать от родителей. Какая разница? Ну, я курил. Родители курили? Ты знаешь как, я до сих пор не понимаю, курят они или нет, Мгм. но какие-то странные сигареты тонкие я находил, причем я понимал, что это не батя вообще. У меня мама курит на самом деле, она курит, но Скрывает, это скрыва- хорошо. Ну да, то есть она не показывает. Я ни разу не видел, чтобы она курила. Может быть, поэтому меня и не полили даже, потому что, Не можешь требовать от другого. нет, ты не чувствуешь Мгм. запаха, если такое. Мгм. Вот, я прям курил. И где-то, наверное, к 23 я тогда работал в газете «Пругод» Чебоксары.
я тогда начал курить что-то 2 пачки в день. То есть у меня, знаешь, вот что самое главное, нужно понять, у меня нет полумер. То есть если мы гуляем, то мы прям гуляем. Если мы работаем, то мы работаем. Если мы отдыхаем, то мы отдыхаем. Если мы бухаем, то мы бухаем. Если мы угораем, то вот тоже до конца. И не может быть такого, что типа, наполовину, ну чуть-чуть совсем, давайте. Нет, так не работает. И вот я уже курил где-то 2 пачки в день. И когда вот мне уже по утру стало, я такой, и там вот не очень приятный сгусток такой коричневый. Вот это уже стало несколько страшным. И знаешь, я когда-то даже так размышлял, думал, блин, скажите мне, что у меня может быть рак легких, там какие-то вот эти, я тогда перестану курить. То есть тебе нужно было... Мне нужно, да, какое-то вот это... Такое дно нужно было уже, чтобы мне оттолкнуться. Мне всегда, кстати, вот так вот сказала моя психолог. Когда, я думаю, что в будущем мы как раз до этого дойдем, когда я как раз отказывался, когда я понял, что есть зависимость, но уже алкогольная, наркоманская, ну, до этого дойдем, она мне тоже сказала, что тебе нужно одно, чтобы оттолкнуться. Ну да, обычно страх, он помогает, является тем средством, когда человек решает завязать. Страх за жизнь, страх потерять кого-то, страх или когда уже все, уволили с работы, да, и тогда уже человек берется за ум. А до этого, ну, пока все окей, Вполне. сложно собраться. Вот, а бухать я начал, ну, где-то, наверное, лет 13. Ну там же рядом. Ну, прям совсем, да. То есть это пивко какое-то, знаешь, На дискотеку. да, я не особо любил дискотеки, на самом деле. Я танцевать не очень сильно люблю. Мне просто нравилось набухиваться, на самом деле. То есть это самый кайф был. Даже если взять, например, лет 20, когда мне было, все ходили в клуб там тусоваться с девками, там отдыхать, знакомиться, еще что-то. Я такой, я иду бухать. Я иду пить. Мне было прикольно именно напиваться. Ништяк напился разными алкогольными напитками. Посчитал, что мне таким образом круто, классно. А если говорить за наркоманию, то это, наверное, где-то... Я до 18 вообще всего этого лет, до 18 я очень сильно боялся всего. То есть я никаких там ничего не употреблял, не курил, ничего. Я только сигареты курил и бухал. Вот сигареты курил и бухал. А потом так получилось то, что мой знакомый, он так... То есть ты попал в какую-то компанию? Да там вся большая, огромная, мой район была огромная компания. То есть я жил в Чебоксарах, и там каждая лягушка хвалит свое болото, да? То есть здесь примерно то же самое было, то что я знаю, что один из самых неблагополучных районов. То есть это такой, знаешь, можно сказать, что гетто, несмотря на то, что находится все в Чебоксарах, все в центре. И, как-то там, не знаю, что, пойдем покурим. Я такой, зачем, чего? Да ладно, ничего не будет. Я такой, да ладно, давай. И вот все начинается с травчика. И те люди, которые говорят, что типа, трава не наркотик, я считаю, что это все шляпы можно лучше легализовать, там, давайте легалайз, давайте это все дело разрешим, то это первый шаг к чему-то большему. По-любому. Вот я не знаю, во всяком случае, ни одного, кто покурил травку и не понюхал какой-нибудь гадости. Я не знаю таких, которые чисто я траву. Да, по-любому понюхал. Не понравилось, может быть, вернулся к траве. Но чисто таких вот нет. Как ты думаешь, почему человек становится зависимым? Почему вот он цепляет эту зависимость? То есть это вот компания, которая была, или может быть это какие-то границы слишком, там, тебе не разрешали много чего, или наоборот, тебе было все позволено в детстве? Нет, слушай, мы очень бедно жили, там не было ничего позволено толком. То есть я видел, как у меня батя бухал раньше. Я вообще поражаюсь, на самом деле, силе наших родителей. Те, которые пережили там 90-е, потому что я сейчас так со стороны смотрю вот так туда, в 90-е, там, дефолт вообще. Я помню, у меня ни хера не было, то есть вообще ничего не было. У меня не было денег,
У меня были, я помню, вот это самое стрёмное, когда в школу ты приходишь, у тебя вместо каких-то нормальных кроссовок там или чего-то такого, Мгм. там, туфли, говнодал просто огромные. И мама тебе покупает не потому, что они модные там или еще какие-то, а из-за того, что они прочные. Мгм. Прочные, выдержат, там, долго прослужат, еще Можно что-то. летом и зимой. Ну, не настолько прям... Не настолько денег не было. Ты еще коньки не сносил. Да. Давай. Чеши в сторону школы и потом домой. Вот. Поэтому, ты знаешь как? Я видел, как батя бухал. Я вот такое помню. И, соответственно, тоже сам пьянчил. А как вот к этому всему пришло, оно... Ну и вот ты выпивал по вечерам, да, когда там заканчивалась учеба и надо расслабиться, я устал. Утром, соответственно, ты учился тогда уже, да, наверное? Где, в техникуме ты имеешь в виду? Да. Нет, тогда так жестко не было. То есть я просто, знаешь, это начинается тоже с простого, чуть-чуть пивки, пив какого-нибудь, вина, может быть, еще что-то такое. Я предыдущий вопрос, по-моему, на него чуть не ответил до конца. Что там было? Там было про зависимость, как она формируется, да. Как формируется зависимость? Мне кажется... Почему, да, человек попадает в зависимость вот так? Мне кажется, это потому, что ему чего-то не хватает. То есть он не может реализоваться в своей жизни. Ему достаточно что-то сложно, и таким образом ты ищешь насыщение или наполнение через вне. Может быть, где-то любви, кто-то... Ты замечала среди таких людей то, что они выпьют чуть-чуть, накидаются и сразу, ух, я лучше соображаю как будто бы, и мне море по колено, и гору по плечо, и я все могу и так далее. На самом деле, мне кажется, что здесь это как раз-таки вот тот самый обман и уход от реальности. Ты можешь побыть там в своей реальности, в своей прекрасной, где ты хорошо поешь, возможно. Да? Видно? И люди идут в караоке. Я классно пел, на утро смотришь. А там прям, не в ноты. Прям вот вообще нет. Да? Вот такие моменты были. И ощущение, что вот кто-то, например, выпивает для того, чтобы более храбрым стать, да? То есть надо выпить для того, чтобы в бой пойти. То же самое было в Великую Отечественную. Но опытные бойцы, они не пили. Молодые пили. Чук, и все, и пошел, да? Мозг отключился, пошел. А опытные не пили, потому что понимали, что тогда ты не сможешь, наоборот, противостоять и противоборствовать. Имеется в виду настоящему противнику. Потому что ты находишься под каким-то опьянением, ты еще и стрелять нормально не можешь, естественно. Вот здесь то же самое, мне почему-то кажется. И даже интересная штука, если прям вот глубинно так вот все посмотреть. Я помню, мы тоже с психологом, с моей, с Леночкой, разговаривали на эту тему, и она говорила очень интересную штуку, что те люди, которые курят вообще сигареты, это потребность в груди матери, то есть в любви, в некой. Вот, то есть тебе нужно что-то к рту своему прикоснуть. И по факту это говорит о том, что ты себя наполняешь чем-то. Но может ли человек взлететь вверх, который наполняет себя, допустим, никотином, либо какой-нибудь, не знаю, другой дурью, или еще чем-нибудь? Нет, это тебя приземляет. Смотри, есть особенно у тех, кто покурит, те, кто меня будут смотреть, вы, кстати, я Бросайте. буду... Нет, это не обязательно, пожалуйста, курите, у вас будет здесь... Чем вас здесь больше, тем вас здесь меньше, поэтому это абсолютно ваш выбор. Хотят, пусть курят. У тех, кто курит, травчики я имею в виду, или особенно, например, гашло, то что-то меня вообще нормально так убило. Убило. То есть что это значит? Все, ты сидишь убитый. Даже если посмотреть на само слово «убило», то есть ты мертв по факту. Я помню, там разные были моменты, когда я еще ни хера не понимал в этом всем. И мы курили спайс. Это было капец как давно. Это, по-моему, год 12 или 11. 11, по-моему, даже. Я еще ничего в этом не соображал. Мне больше всего вот что нравилось. С чего понеслось именно.
конкретно под всякими травчиками и прочим ты по-другому видишь, слушаешь музыку. А я музыку люблю. Ну, то есть я играл в 4 группах вот по сегодняшний день, если. И На чем? я на вокале всегда был, Мгм. только на вокале. И знаешь, какая штука, что я помню, я подкурился такой и в наушнике. И ты слышишь реально музыку иначе, ты более глубже ее слышишь. Это не реклама наркотиков ни в коем случае, потому что это лишь только затравка небольшая, когда ты такой думаешь, что вот это вообще нормально. Мгм. Ты можешь видеть даже музыку. Глаза закрываешь, у тебя там чуть ли не эквалайзер, определенные части мозга начинают по-другому работать. И это привело как раз чуть больше, к большему точнее. Потом подубился, прикольно, клево, классно, здорово. А глаза красные, он как флаг Советского Союза. Но на самом деле ты тупеешь, очень сильно тупеешь. Можно... Вот одновременно пил, курил, сигареты. Ой, я все делал, слушай, здесь, тут было редко, когда я не миксовал. Это мне даже, я тебе больше скажу, что мне больше нравилось, вот, например, в какой-то момент у меня в мою жизнь попал, помимо травы, у меня попал в мою жизнь фен. А от него, ты просто, не знаю, спиды, если проще говоря, тебя прет, потом ты не можешь спать, потом ты чувствуешь себя разбитым на отходах. Отходы — это когда на следующий день, условно, тебя все бесит. Ты не выспавшийся, тело на износ работало. Тебе вроде как кайфово, да, ништяк, еще что. Быстрее что-то туда, кого-то куда-то сходить, там что-то намутить, там, побухнуть, еще что-то. Причем интересная штука, что для того, чтобы тебя попустило, то есть наркотики, чтобы тебя отпустили, чтобы тебя фен отпустил, тебе нужно больше подбухивать. А когда ты уже подбухнул, ты такой, ну ёпта, отпустила, ну, давай дорогу. Капец. И ты дорожку делаешь. И все, и понеслось. И ты дорожка, рюмка, пиво, дорожка. И все, и таким образом ты в марафонишь там 2-3 дня. Не спишь. Ты не можешь спать, у тебя тело не может спать, как бы ты ни хотел. Самый кайф, если ты поспишь там, не знаю, часа 2, и то это будет урывистые сны. Ну а что по здоровью? Были какие-то моменты? Или ты такой молодой, сильный, ничего не Когда ты ощущал? молодой, сильно, там, что мне было? 23, 24 мне было, 25, мне вообще по барабану было. Ну хорошо, а были какие-то ситуации, которые тебе позволили опомниться и подумать, что вот, На тот момент? да. Нет. Ничего не происходило? То есть Нет, ты я не просто- вляпывался в какие-то ситуации вот Нет, в этом это- своем состоянии? Нет, это была максимальная совесть. Просто и все. То есть ты идешь из совести, например, и не делаешь этого. То есть тебя ниоткуда не выгоняли, ты не попадал ни в какие там Нет, ситуации? меня это все миновало как раз. То есть не было. Везет дуракам пьяницам, да? Да? Я вообще спокоен ко всему всегда этому был. То есть я думал, что меня вообще никогда не спалят. Меня и не полили. Ну ты если на бы- учебу ходил трезвый, я надеюсь. Или как? Вот тебе история. У нас просто, Накуренный? видишь, все. Всё. Все сильно раскачано. Ну, раз так, погнали, рассказываю. У меня, когда я учился в технаре, это было 16 лет. Нет, это первый курс, 15 лет, по-моему. Я после 9 класса пошел в технарь Мгм. учиться. У меня отец там заместитель директора был по физвоспитанию. Мгм. Все знают, он там работает. Давным-давно. И мы в какой-то субботник открыли для себя очень прекрасную штуку, как раз таки набухиваться самогоном там, или спиртом. Одна часть нас в группе шла за спиртом, потому что, еще раз скажу, технарь находился ровно там же, где я и жил. То есть это один из тех же районов. Мгм. Я говорю, где-то. Те То же есть, люди. по факту, вот через несколько домов, вот там продавали самогон. Гнали. Причем не очень хорошего качества. Мгм. А вот чуть подальше был рынок Калинка.
где мы просто покупали ярмарку. Ярмарка — это такое название всяких, не знаю, дюшес, прочее. Дюшес, Лимонады. Лимонады, да. Да. Вот это производитель, который под брендом Ярмарка, в общем, делал вот эту химозу. Мгм. Вот. Часть шла за ярмаркой, часть шла за Сэмом, часть искала место, где мы будем пить за гаражами. Вот. Мы шли туда, это быстренько тук-тук-тук-тук-тук, и потом шли на субботник. Но произошел один случай, когда нас УБЖшник, ну, просто здравствуй, дерево, а не УБЖшник, он бывший мент, он нас отпустил, мы пошли набухиваться, Мгм. потому что у нас целая пара окно, Да. часть набухалась хорошенько, и был у меня товарищ Леха, его звали, одногруппник, он прям перепил. И вот не дошел и лег такой под кустом, условно говоря. Мгм. И вот наше большое скопление людей, мы такие, что с тобой делать? Леха, давай ставить вот это вот. И шел как раз ОБЖшник такой, вы что здесь делаете? И сдал нас. То есть он, придурок, отпустил нас с пары, Мгм. за которую был ответственен. В эту пару в это время мы накидались, и впоследствии он же сам себя и нас сдал. То есть это нужно быть прям вот мега мозгом. Это полбеды. Но на следующий день, то есть я пришел на пары Мгм. еще, спал там. Хорошо батя меня не увидел, потому что я бы таких отгреб бы прям вот по самой не балуйся. И впоследствии я получил предупреждение, прям типа жесткое генеральное предупреждение, потому что меня отчитывала заведующая кафедрой, а она была еще моей соседкой в параллелях. То есть она, вот то общежитие, где я жил, Мгм. там сборище всех преподавателей, и на этаже вот мы жили, и вот соседка вот эта, которая меня отчитывала, которая меня знала с детства. Вот. И она прям вот где-то. Слушай, а тебе не грустно за бесцельно прожитые годы? Нет, я прекрасно прожил их. Вот знаешь, я тебе больше скажу, что я накидывался очень знатно. Прекрасно, мне нравилось. Ну, то есть мысли там, что я мог бы столько сделать. Не, вообще нет. Нет? Зачем? Ну, Я класс. вот я мог бы столько сделать и мог бы столько опыта не получить. Мгм. Потому что то, как я жил, это тоже, ну, знаешь, такой интересный опыт, когда ты такой, ну а что, у меня больше целей-то особо и нет, да? То есть, ну, может быть, они где-то и есть, музыка или еще что-то, но они все равно... У меня раньше вообще вопроса не стоял, типа, пить, не пить, с утра пил. Из 365 дней я, наверное, не пил дней 60-80. А что тебя сподвигло бросить пить? И бросить все зависимости? Ты же не куришь Траву? сейчас? Вообще Сигареты? Я тогда сигареты еще курил. Ну А. да, вот это вот. Что произошло? Что произошло? Да, это... Был переломный момент. Это было очень знаково. Мы уже тогда работали с психологом, я уже тогда проходил несколько терапий. Тогда давай вернемся. А что тебя привело к психологу? К психологу меня привела случайность. Мгм. Вообще То есть случайность. не то, что там, а надо бы как-то уже с этой Нет. зависимостью разобраться? Нет, Хорошо, конечно, нет. интересно. В этом плане мы проходили, говорю, несколько терапий уже с ней. Мгм. И прикол одной из терапий в том, чтобы первое, это ты не можешь после терапии 40 дней бухать или что-то употреблять или еще что-то. То есть твоя там эфирка, прочее, вот эти все состояния, помимо физического тела, все остальные тела, они очень находятся в слабом поле. Мгм. То есть и тебе нужно чувствовать, понимать максимально то, что происходит вокруг. Это очень крутое ощущение, на самом-то деле, такое, когда ты так, прям действительно ощущаешь все хорошо. В тебя много информации прилетает, а ко всему прочему ты ее начинаешь чувствовать и ощущать. Мгм. Такую даже, да, знаешь, вот этим, у меня же есть иногда там всплывающие подсказки какие-то. Да-да-да. Вот. А там Ты этих... кругом, да? Вот Да, такой. а тут ты идешь, звук какой-то, ты такой, опа, кто-то что-то сказал, оно до тебя доходит по-другому абсолютно. И вот я прошел уже тогда, на тот момент,
по-моему, 2 терапии. Причем интересная штука, что после терапии нельзя бухать 40 дней, а я не бухал 60. Сам, ну то есть я бы и дальше не бухал, но по каким-то причинам, конкретно в первый раз, так получилось, типа, ой, 60, оказывается, дней я не пил. Потом второй раз тоже так же, типа, охренеть, оказывается, 60 не пил. И вот эти 60 дней не бухания подряд, они были одними из самых лучших дней на тот момент прожитых мной. Удивительная хрень для алкаша, то есть который, ну, для торчка на самом деле. Терапия была направлена на... А она была абсолютно на другой, то есть это усиление там вообще, по-моему, больше там свободы, чтобы было, и любви к себе, ну что всякое там. То есть ты такой был осознанный бухающий, да? Да, я осознанно. Ну, то есть ты пил и еще и занимался саморазвитием, условно. Ты чего, там под этим еще лучше даже саморазвитие, у тебя там все чакры открываются. Другой момент, что другие закрываются, вот, ты вроде как бы там что-то осознал на утро, только ни хера не помнишь. Вот в этом весь, вот в этом вся жопа. Так вот, прикол в том, как к этому всему пришел. На тот момент я уже бухал, употреблял. Единственное, чего я не употреблял или чего я не делал, я не кололся. То есть, на мой взгляд, если ты в себя вонзил иглу, то ну все, ты кончишь. То есть это вот уже, это уже все финалочка, то есть конечная. Хотя, я тебе больше скажу, что у меня есть мой товарищ, который точно так же употреблял, на Герыче сидел. Но он уже, вот он не употребляет вообще ничего. Подпевать, подбухивать, да, может быть, но ничего. А я считаю, что если ты в себя иглу вколол, то это все, ну, как бы финалка. Точка невозврата. Ну, мне кажется, да. Вот. Но я могу ошибаться. Те, например, опять же, люди, которые настолько сильно деграднули и могли упасть так низко, это значит, что у них вот, ну смотри, условно, вот эта середина, и как только ты падаешь ниже, то значит есть баланс. То значит ты точно так же высоко можешь подняться. Чем ниже ты упал, тем значит выше ты можешь подняться, потому что есть баланс. Диапазон. Да, да. Разгон туда-сюда. Да. Соответственно, и как получилось то, что я сижу дома, я еще тогда был женат, я сижу дома и думаю такой, что-то мне грустно. Грустно как-то. Пойду-ка я пивка возьму. Мозг мне подсказывает, говорит такой, Да. пойду возьми пивка. Пойдем за Конечно же, Пойдем это за же пивком. так очевидно. Я такой, ну, пойдем. Я дохожу до магазина до своего, беру 2 банки пива. То есть я сразу говорю, если я бухал, то я бухал хороший. То есть это не было такого, чтобы я пил какую-то шпагу, там, не знаю, какого-то коньяка дешевого. На себя не жалко. Ну, конечно, нет. То есть я мог пропить, там, не знаю, 5 € за вечер. В бар. Вот. Мне нравится. Мне нравилось бухать, я больше тебе скажу. Ну, понятно. Это же круто. Что я могу? Состояния разные. Вот. И пошел за пивом. Купил 2 банки. Такой. Прям сразу недалеко отходя. Иду и попиваю. И следующая мысль, мгновенная, сразу же после этого. Такая. А может, блин. Ну, понюхаем то или что. А я не особо любил нюхать на самом деле. Мне больше нравились экстази. То есть мне нравились таблетки, МДМАшки, МДАшки, прочее, то есть которые такой мажет, там еще что-то, когда ты эйфоретики больше любишь. Когда не просто там тебя прет, и ты должен куда-то быстро идти, что-то налаживать, там, не знаю, какие-то движники намучивать и так далее. Нет, мне больше нравилось, ты вмазался, там сидишь. Да, тебе кайфово просто, всех любишь, все замечательно, все классно, ну, максимально, действительно эйфоритично, если можно так сказать. То есть ты под всеми эйфориями. Блин, еще бы, у тебя все, ну, то есть уровень дофамина максимальный. И тебе в этом состоянии кажется, что все классно. И что мозг хочет в первую очередь? Если мы отследим вот эту мысль мою, что-то мне грустно,
То есть для того, чтобы мне было весело, мне нужно что-то, какой-нибудь внешний фактор, для того, чтобы мне стало лучше. Я заливаюсь пивком. Мгм. Как только мозг получает вот эту дозу эйфории от пива, Ему он хочется такой, больше. да, а давай что-нибудь давай нормального, хорошего что-нибудь, пойдем за наркотой. Там, без разницы. Причем, что самое интересное, когда ты находишься в этом всем, люди абсолютно точно такие же к тебе подтягиваются. Мгм. Наркотики у меня были всегда. То есть я мог найти в любое время, в любом месте, как где хочешь. Я куда ни прихожу, а там такие же сидят. Тут куда-то в другое место пришел, а там тоже, будешь, буду. Мгм. Какой смысл? Ну, типа, я не отказывался. Ну, если я хочу, я буду. Бессмысленно отказываться. И получается, мозг получил пивас, и он такой, а давай. И как только я прихожу в анализ того, что для мозга нужно, чтобы было более кайфово, следующий этап. И меня вот это испугало. Вот это стало страшно. Стало страшно от того, что То есть в какой-то момент получается. ты задумался. Да, вот в этот момент я задумался. Это был 21 год, конец. В этом состоянии или на утро? Нет, я подбухнул. Я вот под пивом понял это всё. То есть я выпил пиво и такой, а может быть? И это мне, ну, это для того, чтобы мне быть счастливым. Мгм. Вот глубоко, если так задуматься. То есть мне было грустно, чтобы быть счастливым, надо выпить пиво. Чтобы быть еще более счастливым, нужно что-нибудь закинуть. То есть для того, чтобы быть счастливым, Надо Мне повышать нужно- дозу. мне нужно что-то в себя вкидывать, а значит, я сам от своей жизни не могу получать удовольствие. Значит, я сам не хозяин своей жизни, а значит, а я так ценю свободу. Я уже тогда ценил свободу, мне важно быть свободным. Мгм. Свободным это не обязательно, там, типа, я могу там, пойти по бабам. Нет. Свободным в принятии решений, свободным вообще во внутренних состояниях. А здесь я не могу быть свободным. Не могу, потому что у меня есть определенная зависимость, потому что у меня здесь есть что? Такой, ну, надо быть счастливым, а для Да, этого твой надо... мозг, который тебе говорит, пойди. Да. И я тогда же позвонил Лене, сказал, что так и так, мне нужна помощь. Это не стрёмно на самом деле просить помощи. Это очень, это наоборот, нужно быть настолько сильным для того, чтобы спросить помощь. Слушай, ну это на самом деле очень круто, потому что ничего такого страшного не произошло в твоей жизни, знаешь, там, ни со здоровьем, ни... не знаю. Ну, откуда ты знаешь? Ну, ты сказал, что ты додумался, вот просто наступил Это этот все так момент. просто, да? Ну, то Для есть того, чтобы к тебе додуматься. пришло осознание. Для того, чтобы додуматься, То есть мне ты не понадобилось 14 лет. Ну, Упорной работы наркотической или бухальской. Потому что, смотри, впоследствии, ну, давай очень сейчас, интересно. давай Да. сейчас вот расскажу. Давай. Как раз, когда я Лене сказал о том, что так и так мне нужна помощь, она говорит, давай завтра. Я говорю, завтра нет. Она говорит, почему? Завтра А я, ночью выпью. да. Я говорю, давай, знаешь что, Сходи. давай 10 января, а это еще месяц, короче, Ага. примерно, чуть меньше месяца. Она говорит, а ты что будешь делать? Я говорю, я буду уничтожать себя. То есть, ну, я прям вот буду планомерно пить, употреблять, все это делать. То есть, она говорит, и вот помнишь вот эту фразу, которую ты сказала, тебе нужно дойти до дна, чтобы Мгм. оттолкнуться? Да. И вот Лена абсолютно эту же фразу сказала, тебе нужно дойти до дна, чтобы оттолкнуться. Ну, давай, хорошо. Давай 10 числа. Я говорю, давай. И я весь этот месяц, я пил, я употреблял, я находил все. Ну, то есть все, что можно было. Курил, там еще что-то. Потому что не то, чтобы, знаешь, как надышаться, а я прям планомерно уничтожал себя, чтобы понять, насколько можно быть плохо. А что самого плохого-то? Ну, типа, если ты думаешь, что наркоманам нормально, нет, посмотри на любого курящего. Это же наркоманы. Ну, то есть никотиновый наркоман. Причем наркотик, никотин, он сам по себе очень сильный, мощный. Иначе бы ловушка захлопывается в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе, да ну, противная хуйня.
Я не готов вот эту курить. Да, но мне не, да, но мне не. Как может понравиться вот это? Сигареты, они пахнут противно или еще что-то, а тем более сейчас настоящих сигарет нет, вообще нормального табака ты не найдешь. Я имею в виду в сигаретах, которые есть. Это все полная химоза. То есть ты настоящего табачного листа не найдешь. Туман какая-то там, не знаю, водоросли порезанные. Как это может понравиться? Нормальненько. Посмотри, сколько людей курит. Почему? Каждый из этих, кто курит, мечтает на самом деле перестать курить. Хотя ходит с маской, мне нравится. Я люблю курить. А с утра часть легких выходит. Либо еще не накурился. Но я знаю многих, которые такие, типа, я бы с удовольствием бросил, была бы возможность. Вот дай мне возможность, я перестану. Но ты не можешь. И ты находишься в плену у себя. А у наркоманов, как еще бывает, ты употребил, а есть день расплаты. Это вот отхода как раз. И отхода жесткие бывают. Я помню отлично такую штуку, что вот у меня отхода были не на следующий день, а через день. Суть в том, что когда ты находишься в употреблении, то есть когда ты под этими всеми эффектами, типа кайфовыми, там, не знаю, рожа у тебя ломается, там, я тебе могу некоторые фотки показать. Там прям, это ужасно. Честно тебе скажу, это ужасно. Нет, не надо. Вот, а там прям лицо ломается. Я не знаю, у меня не было опыта общения с наркоманией. Добро. Я по алкоголю. Нормально, вот. И интересная штука, то что, говорю, у тебя все, у тебя там дофамин, говорю, много всего хорошего вырабатывается, но ты же берешь это все взаймы у организма. Да. Вот у нормальных людей, которые бухают, у них есть похмелье, да? У меня похмелья не было. Я мог пить. Я с утра, кстати, похмелялся, Это зависимость от того, какая у тебя стадия алкоголизма. Нет у меня там похмелья. уже на второй стадии нет похмелья. Я знаю дофига кого, кто там чуть-чуть выпьет, и все, с утра голова трещит. Знаю это тех, на кого... начальной стадии. Вот им не везет, а мне везло сразу, да, получается. У тебя уже организм адаптировался, все равно. С детства. То есть никогда не было похмелья? У меня не было похмелья вот с 13 до 18 лет, я имею в виду. С 18 до 20 у меня были похмельные дни. После 20 я в какой-то момент решил, что у меня не будет больше похмелья. И у меня его не было. Ничего себе, у тебя это сила мысли. Да, и у меня не было. Просто вот так можешь себя программировать. Причем у меня голова болела, я думаю, что за фигня. У меня бывает головные боли могут быть от того, что я не доспал. Вот от этого, да. Если я сплю меньше 6 часов, то у меня будет голова болеть в любом. Причем я это понял, когда перестал бухать. Я сначала думал, я потому что бухал вчера. Нет, на самом деле я не доспал. Если бы я доспал, то все окей, все нормальненько. Так вот, если говорить про отхода, то у меня были отхода через день. И через день ты не можешь ничего делать. Как не можешь? Что-то ты можешь делать, но у тебя максимальное бессилие. У тебя нет эмоций. У тебя, как нет эмоций? У тебя есть эмоции, но они максимально стрёмные. Потому что ты разбит. У тебя центральная нервная система, она разбита вообще вдребезги. Достаточно, когда ты сидишь, тупишь в телефоне, достаточно посмотреть в этот день какого-нибудь котика, у тебя наворачиваются слезы. Ты не можешь контролировать это. Котик. А там даже ничего не предвещало для того, чтобы у тебя пошли слезы или еще что-то. А если там действительно какой-то душещипательный или душераздирающий, ты ревешь. Это стрёмная штука, когда ты не можешь контролировать. Ты не можешь нормально дышать иногда. То есть тебя вот это дыхание перебирает. Тебе в эти дни максимально хочется отлеживаться. Ты пластом лежишь, или иногда там что-то куда-то ходишь, насыщаешься, насколько возможно. Мне помогали прогулки. У меня был лес, я ходил в лес дышать хоть как-то.
Потому что по-другому, если ты находишься вот дома, вот в этих 4 запертых тебя стенах, то что происходит? Все, тебя начинает это давить еще плюсом ко всему. Балкона, если нет, все, ты вообще, все, что делать? Ну хорошо, и вот эти вот, сколько там, месяц, да, ты пил? Да, употреблял. Все, потом началась терапия. Мы за один день с психологом прошли 2 терапии. То есть у меня хватало выносливости, хватило сил. И мы прошли конкретно по алкоголю одну, вторую по наркотикам. А что это, 12 шагов, нет? Нет, это не 12 шагов. Программа, что-то? Нет. Мы заходили в мое прошлое и Это как так, это что? гипнотерапия получается. Ну, или как, в общем, через определенные установки мы прошлое Переписывать. меняли. Да. Ну а что-то из, например, там, Женя, должен ходить в зал. Сейчас тебе нужно там поменять свой образ жизни. Нет, Она тебе говорила? мы наполняли другим. Она спрашивала такая, говорит, смотри, это не все. Давай, говорит, прикинем, что тебе нравится. Давай. Я такой, от чего ты улыбаешься? Давай, расскажи. Я такой, музыка. Я люблю музыку слушать. Она говорит, такая, клево, так, хорошо. Что еще? Я говорю, я люблю по лесу гулять. Он говорит, все здорово, хорошо. Так, еще что? И там, не помню, что-то, какие-то еще действия там нужно было делать. Он говорит, хорошо, смотри, музыку слушать теперь тебе нужно каждый день, осознанно. Там от 20 до 30 минут обязательно. Я, думаю, класс, ладно. Ходить обязательно, гулять по лесу. Тоже какое-то определенное время, там 30 час. Обязательно ввели такую штуку, как это 10 пунктов того, за что я благодарен дню. Писать. Самому себе говорить. 10 пунктов, за что я благодарю этот день вообще. То есть не только себя, а день. То есть что там произошло такое, что внешние силы, они вот сделали так-то. И я ходил, благодарил. Плюсом ко всему были такие штуки, как в зеркало говорить приятности. Ну, в общем, я достаточно бережно начал относиться к себе. То есть там чуть немножечко спортом заниматься. Это ходить в зал, по-моему. Ну, я не в зал ходил, я не любил на тот момент никаких железок, тягать там это все. Мне больше по выносливости. Это там, не знаю, бегать, это легкая атлетика получается. Это плавание, ну или просто ходьба та же самая. Вот. То есть вот этим всем себя я окружил на тот момент. Но в любом случае здесь я максимально советую всем, кто от этого всего избавляется, это либо помощь знатного, хорошего психолога, который в этом всем работал и понимает, либо здесь нужно идти в какой-нибудь рехаб. Но либо также, если среди вас есть бывшие наркоманы, вот мне кто-то скажет, что бывших наркоманов не бывает. Мне здесь очень понравилась фраза Зубарева. Не знаю, знаешь, не знаешь, такой блогер есть. Вот, он рассказывал про то, как он слезал тоже со всего этого, как это было сложно, тяжело. На протяжении 40 дней он вообще в подвале где-то сидел, и ему там спускали еду и водяс, бутылку. Он там первое время заливался, ел, спал. Заливался, там было настолько плохо. А потом, на 20-й день, говорит, я меньше заливался, больше читал, например. Еще что-то, еще вот такого вот. И к 40-му дню я понял, что мне даже, говорит, вот водка не нужна для того, чтобы жить хорошо. И по итогу этот Зубарев такую штуку интересную говорит, что те, кто говорят, что бывших наркоманов не бывает, посмотрите на меня. Ни одна, говорит, хрень, ни одна химия, ни одна, говорит, вот эта всякая фигня в меня не залезет. Я, когда этот видос посмотрел, я такой думаю,
я с тобой согласен. В меня нет. По моей собственной воле ни за что. Ну, если в меня там вколят как-то, я этого знать не буду, то может быть. Но я не хочу этого. Мне больше всего еще понравилась, знаешь, реакция Маши тоже. Она говорит, то, что, ну, ты знаешь, ты к этому не вернешься. То есть я думала, что люди не меняются, я смотрю, говорит, на тебя люди меняются. Потому что если ту же самую историю вспомнить, как мы с ней познакомились изначально, ну, алкаш-наркоша и не пьющий, абсолютно трезвомыслящий человек. Плюсом ко всему, когда ты не бухаешь, интересная штука происходит. Ты наслаждаешься трезвостью, и через какое-то время трезвость тебя пьянит. То есть тебе на самом деле не надо ничего употреблять, не надо ничего бухать, не надо ничего в себя вливать, не надо никаких внешних факторов, каких-либо любых, для того, чтобы чувствовать себя полноценным, для того, чтобы чувствовать себя, самое главное, счастливым. Счастливым. Ну, что-то мне грустно. А мне бывает грустно в любом состоянии. Да. В любом состоянии. И когда ты учишься справляться со всеми этими грустями, невзгодами и прочим сам, без помощи каких-то внешних вот этих моментов. Ну, грустно тебе. Выпей чаю. Найди в этом мире то, что тебя радует. То, что тебя может наполнить, что насыщает тебя, что тебя внутри переполняет, и ты действительно можешь. Для кого-то это кофе, но с этим тоже нужно быть аккуратным. Для кого-то это чай, но чефирнуть тоже можно, да? Перечефирить это все. Зачем? Возьми, найди баланс. Ну, попробуй воды херачить тогда. Я знаешь, как обманывал себя? Первое время мне очень сильно помогало. Это Пить воду. с газом. С газом, конкретно с газом. Потому что ты с газом пьешь, а она же то же самое, там, пивас какой-то или еще что-то такое газюлистое. Там, шампунь шампанское, прочее, там, игристые какие-то. Они же с газом. Обмани себя. Возьми какой-нибудь рычалсу или какую-нибудь другую нормальную, четкую воду, новотерскую, эту, там, не знаю, свяжитесь со мной, я вам озвучу. Вот. Серьезно говорю, потому что ты можешь взять такую воду и влить в себя больше, чем пол-литра, и понять, что на самом деле не надо. Точно так же, хочешь побухнуть, иди поешь. Просто поешь, но не значит, что нужно нажираться. Организм чего-то требует, но замени. Возьми чем-то другим. Это не значит, что нужно жрать сладкое сразу же тоннами. Ни в коем случае. Возьми что-то здоровое, сладкое. Ну, вон тебе сейчас сезон дынь, арбузов. Хочешь, он тебе, хочется чего-то другого, персики поешь. Как долго длилась терапия? Терапия длилась, каждая терапия длилась примерно по 3 часа. Я имею в виду вот во времени, да? Ну, и вот ты решил, что вот ты берешь месяц, 10 января я прекращаю пить, вы начали с ней работать, и ты до сих пор с ней работаешь, и все, с того момента ты убрал вообще все. Да, 2 года 7 месяцев. 2 года 7 месяцев 3 дня сегодня. Если так, я просто считать. Хорошо считаешь. Ну, так вышло. Изменился ли у тебя круг общения? Вот здесь интересная история. До определенного момента я также продолжал общаться с ребятами. Ну, с этим кругом общения. И периодически я там, не знаю, приезжал в караоке попить, например. Там они что-то отдыхают, я им пою. Тебе говорили, да ладно, что ты брось, давай выпей с нами, что ты тут. Нет. Слушай, первое время, да, там некоторые бывали, кто говорит, типа, да что ты, давай ты когда будешь бухать? Да. Когда-нибудь. Я же изначально вообще не знал, насколько я завязываю. Я думал, что на год. А потом, как год прошел, я понимаю, что я не хочу начинать. Прям мне даже так грустно как-то стало. У меня был момент, сейчас эти все истории перекликаться будут. Был момент, вот у меня должен был быть год, когда я уже,
Там что-то вроде число 7, наверное, января. И вот год, как я не пью. 7 там или 8, я даже не помню. И мы пришли в кафе, а я замерз тогда. И там, получается, ребята говорят такие. А мы в Чебоксарах были. И в Чебоксарах есть, в Чувашии точнее, есть национальный бальзам, ну, парне называется. Он достаточно вкусный, 45 градусов. Да? То есть такого что-то вроде чувашский егермейстер. Мы пришли, там пельменные есть, хочу пельмени. И мне говорят, да возьми, слушай, ничего же не будет, ну так, чисто на согреться. Я говорю, ну давайте. 50 мне принесли. Я выпиваю половину такой. И, короче, я где-то 2-3 дня ходил в, ну не то чтобы в поту, а переживал очень сильно за эту штуку, потому что, опять же, нет полумер, нет тормозов. И я очень боялся за такую штуку, что а вот я сейчас выпил. Зачем я это выпил? Мне не понравилось. Это старые реакции, это старые нейронные связи были. Это все потому, что раньше как-то так было, и здесь опять захотелось. Ну, для здоровья же. Для здоровья же. И я выпил, говорю, чуть-чуть. Там, получается, не вся рюмка была. Но меня так это испугало. Потому что, знаешь как, даже если говорить про вот те 12 шагов, у меня друг, он в рехабе был на протяжении, по-моему, 8 месяцев. И вот все 12 шагов там есть. 1, 2, 3, и есть 13-й шаг. Это что? Они угорали над тем, что контроль возможен. Контроля нет. Это то же самое, как если ты перестал курить, то не может быть одной затяжки. Не может быть такого, что ты... Я чуть-чуть одну затяжечку или одну сигаретку. Это самая большая, самая глупая и самая колоссальная ошибка по отношению ко всему своему титаническому труду, который ты сделал до. Просто вот эта маленькая ошибка, которая станет не ошибка, а ошибище, которое тебя обратно заведет в весь этот, не знаю, круговорот и рутину, из которой тебе потом еще раз придется выбираться. А выбираться оттуда намного сложнее. Это как из темной пещеры иногда выходить. Потому что у наркоманов есть абстинентный синдром. А что это? Это каждые 3-4 месяца тебя просто пиздит жестко. Морально, физически. Синдром отмены, по-другому может называться. Тебя колотит. У тебя там были вот эти моменты. К чему я подвожу как раз? К тому, что ты спросила, а как поменялось ли окружение? Да. В этом году, в этом феврале, меня очень жестко ломало. Прошло 2 года. 2 года и уже получается 1 месяц, как я ничего не бухал, ничего вообще не употреблял. Меня так жестко прям просто накрывало. Мне так сильно хотелось выпить. Невероятно. Просто 3 дня меня колотило. Что ты делал в это время? У меня есть бар. Я открывал бар, такой, открываю такую бутылку. Ты держишь алкоголь дома? Да, у меня есть. У меня есть для гостей. Он для гостей конкретно. То есть, кто хочет, пожалуйста, приходите, бухайте. Вот. Ну зачем тебе такие гости? Да пусть, это их же выбор. Вот, смотри, я открывал такой и убирал обратно. То есть это к себе. Я думал такой, зачем? И в какой-то вечер я прям сижу, и я отлично понимаю, что сегодня ко мне придут ребята. Я с ними не договаривался. Ничего такого не было. Но я отлично понимал, что сегодня ко мне придут ребята. И раньше я спокойно достаточно к этому относился, потому что они приходят, И выпивают. не только выпивают. Это же меня не касается. То есть я к этому своего непосредственного прямого отношения же не имею. Так касательно смотрю просто, что там они отдыхают, их решение. И получается такая определенная штука, что как раз за день до этого я разговариваю с Машей, я говорю, слушай, я выпить хочу там или еще что-то. Она говорит, тогда мы с тобой разойдемся. То есть наши пути разойдутся сразу. Потому что я видел, говорит, многое там
в своей жизни. И я не хочу того же. И знаешь, какая интересная штука, что вот эта ее фраза, интересно, женщина может остановить мужчину на самом деле вот этими наставлениями или еще чем-то, ну, убеждениями, видениями своими. Я хотел дать слабину, она не дала мне дать слабину. Это очень клево, когда у тебя есть возможность на кого-то положиться. Но тут важно, очень важно понимать, что сам человек хочет захотеть. Вот ко мне в этот вечер пришли ребята. Просто, мы там к тебе ведем. Приходите. Я веду здесь эфир. Ты ведешь эфир, они Музыкальный. пришли в гости, Да, они там сидят на кухне, отдыхают. а ты занимаешься своими делами. Да. В гости пришли. Да. То есть они пришли в гости. И, пожалуйста, у меня спокойно. Причем Ну так они же пришли к тебе, вы должны там общаться. не не, знаю. пусть отдыхают. То есть у меня была работа, мне нужно было провести эфир. Я веду его. Вот. Почему они в другом месте не занялись этим? Вот так обстоятельства сложились. И ты спрашиваешь, почему они в другое место не пришли? Я не понимаю, где вот общие интересы уже? Это наоборот хорошо, что они сюда пришли. Окей, да, хорошо. Очень хорошо. Что происходит? Я допровожу эфир, выхожу туда к ним, и в какой-то момент, неизвестно откуда, но приходят две девчонки сюда. Ну, как девчонки. Одна женщина, другая тоже такая относительно. То есть, как женщина. Не женщины они. Женского пола. Ну, они просто старше, и я понимаю, что там одной где-то в районе 45, а другая ее подруга там в районе 42, наверное, что-то такое. И я их знаю, потому что мы виделись с ними год назад. Одну зовут, другую зовут. Так будет проще для дальнейшего рассказа. Это финальная история, и потом мы уже разойдемся. Хорошо. И мы знакомы были год назад. Ну, то есть вот февраль примерно тоже, не только год назад. На тот момент она только бухала. Ну, она бухала, но жестко. И у нее есть свой салон красоты. Мы там сидели, тоже общались просто, и все. И мы разговаривали с ней еще вот год назад. Она говорит, что в прошлом она употребляла, причем жестко. Это было где-то с 16 до 20 лет, наверное. Причем она сидела на героине. Потом она прошла как раз все эти 12 шагов. То есть она в рехаб. Да. Потом она работала с наркоманами. С наркоманом она давала советы. Ну, Но никто... она осталась работать в рехабе, да? Нет, она не осталась работать в рехабе, она потом оттуда ушла. Вот у нее там дети есть, еще что-то. А ее подруга-сотрудник из салона красоты как раз. И вот год назад, когда так нормально подбухнула, Нина сказала, я больше не могу здесь находиться, мне типа надо там домой выспаться, еще чего-то. В общем, вы ее там до дома, главное, отправьте или отвезите, или еще что-то. Я потом эту вез, сел потом в каш, поехал домой, я еще тогда в Химки жил. Это было год назад. В этом году они пришли, и я смотрю, что они прям... И я что-то такое не понимаю, и они говорят такие, пойдем в караоке петь, пойдемте давайте то, все. А я картину рисую, и у меня начинает атаковать, ну то есть паника начинается. То есть мне становится несколько неудобно, некомфортно. Я чувствую, что меня все это дело нагнетает. Вообще какого черта, блядь, все это дело происходит у меня дома. И в какой-то момент я начинаю с ними также вести беседу. И на что он домой, я что-то 2 дня уже не сплю. А мне, говорит, нужно за машиной поехать. В общем, мы думаем, как бы поехать туда. Может быть, ты там отвезешь нас, или еще что-то. Я понимаю, что я не хочу уже ничего общего с этим иметь. Это первое. Второе, которая в прошлом году, вы только ее отвезите домой или еще что-то, она в этом году говорит примерно следующее, что слушай, а давай мы сейчас чуть-чуть здесь еще посидим,
А потом поедем, ты сядешь за руль и доедем до работы там, посидим там. И получается, вот, прошло примерно 12 месяцев. Одна не бухала, которая работала, а точнее, одна не употребляла, но бухала и работала до этого с наркоманами, прошла 12 шагов. Знает отлично всю эту внутреннюю кухню, знает, с чего может это пройти, знает, с каких моментов спусковые крючки начинают работать. И она начинает употреблять. Вторая, которая не употребляла ничего и говорила, то, что довезите только ее до дома, чтобы она там сама за руль не села. Теперь в этой ситуации наркотического опьянения под мефедроном и под прочим всем принимает другое решение абсолютно и предлагает наоборот. Давай мы еще посидим, если тебя водка выйдет, ну вот это время. Ну, тут мы понюхаем обязательно. Но впоследствии ты сядешь за руль, подруги предлагают. Это насколько сильно можно деграднуть, насколько сильно можно вниз опуститься. И я сижу там, понимаю, что мне там не хочется, я перехожу сюда, сажусь здесь на диван, и меня начинает, мне становится, не по себе, естественно. И я такой думаю, что-то, наверное, нет, наверное, нужно ребятам говорить, что все, вам нужно искать другое пристанище, место, другое дислокации, нужно менять. И интересный еще фактор был такой, как раз, я когда только сюда заехал в эту квартиру, я что-то там начал свои вещи, естественно, уже на кухню посуду, открываю шкаф, там спичечный коробок. Я такой, наверное, плиту разжигал прошлый хозяин. Какую плиту? У меня здесь электрическая плита. И я что-то чик-чик открываю, а там я такой, уф. И он меня лежал, ждал как раз прихода этих ребят. Я им отдаю это погаши. И это стало неким, знаешь, когда ты ставишь точку, что вот в этой квартире больше нет ничего. Через время, буквально через, наверное, дней несколько, у нас там был определенный общий чат. Я там по какому-то странному фигу, обстоятельствам находился. И я пишу то, что ребята, так и так. Мною принято решение, что больше вы здесь, не сидите, никаких наркотиков здесь точно не будет у меня на квартире, я против. Это первое. Хотите посидеть, побухать, там, пивку попить? Может быть. Но я же понимаю, что они не придут просто пиво пить, да? Это второе. Третье, по отдельности, все, конечно, классные ребята, там действительно есть очень глубокие ребята. Очень интересные, насыщенные, искренние. С ними действительно есть о чем поговорить. Но это люди, знаешь, насколько это будет, не знаю, стрёмно, не стрёмно, но заблудшие. Когда ты действительно очень разносторонне развитый человек, глубокий, понимаешь процессы, но тебе в этой жизни настолько неинтересно, что ты решил себя угробить таким образом, потому что и прием наркотиков, и алкоголь. На самом деле это медленная смерть. Медленно, когда ты не можешь сразу на себя наложить руки. Тебе не хватает сил, либо какие-то, может быть, другие морально-этические нормы тебе не позволяют такого сделать. И ты принимаешь для себя решение, я буду себя убивать таким образом. По факту так и есть. То есть это медленно. Программа самоуничтожения. Да, это медленная программа самоуничтожения, потому что тебе здесь неинтересно, у тебя душа настолько сильная, душа настолько мощная, скорее всего, и ты хотел бы, может быть, развернуться, но не знаешь как. И ввиду того, что ты не знаешь как, самый простой путь – это выход. Как будто бы. Но на самом деле это не выход. Это ты просто взял и как лох сдался. Ты сдаешься. Слушай, как будто бы мессия, да, чувствуешь? Да, солнце. То есть по факту ты как будто бы сдаешься, и все.
Причем сдаешься на самых лучших позициях. Поэтому мое видение в этом: нет полумер, нельзя, не бывает никаких там типа одна дорожка, одна рюмка, одна бутылка пива или там, допустим, одна сигаретка. Нет такого. Не нарастил броню, не научился, если ты еще пока не научился работать с собой, не можешь с собой совладать, не начинай. Не начинай ни квас пить, не начинай ни нулевку пить, не ходи ни по каким клубам, не ходи ни к кому. Не можешь, не начинай, обрасти броней. Пойми, что ты сильный. Как только ты понимаешь, что ты уже больше к этой касте не принадлежишь, тебе становится проще. Люди, которые вокруг, ты можешь к ним переполниться ненавистью, если тебе не подходит вариант просто отстраниться. Все, эти люди, которые там бухают, например, или наркоманят, или употребляют, или курят, или дуют, или там, не знаю, колятся, все что угодно. Вот можно проникнуться к ним максимальным негативом. Это помогает. Это очень хорошо помогает, потому что если ты не любишь, то значит ты не Являешь себя. с ними. Спасибо. Тебе спасибо. А раз не отождествляешь себя с ними, Да. то тебе проще самому находиться здесь, в мире с собой. Потому что по факту тогда ты находишься в балансе, в гармонии и в любви к себе. Тебе не нужно ничего внешнее в себя принимать, не знаю, закидываться, заливаться. Ты максимально крутой и без этого. Причем это каждый человек такой. Каждый, любой. Не надо бухать для того, чтобы быть сильнее. Не обязательно там что-то снюхать, какой-нибудь 3 дороги для того, чтобы думать лучше. Посмотрите на каких-нибудь наркоманов. Кто? Есть и звезды, которые сторчались. У них было все, не стало ничего. Почему? Потому что они решили наполняться таким образом. На самом деле вымывается мгновенно. Это жизненные силы, эмоции и прочее. Все. Женя, ты крутой. Спасибо. С вами был Евгений Иванов. Евгений или Павлович, да? Евгений Павлович, диктор, актер озвучания и очень сильный духом человек, который видел многое. Который видел многое дерьмо. Я видел многое дерьмо. Спасибо тебе большое. Подписывайтесь на его канал, на YouTube канал, Instagram. Да. Приходите учиться к нему. Вот дай рекомендацию, как что можешь дать из рекомендаций для того, чтобы люди поняли, вот это, наверное, да, вот это имеет смысл, помимо того, что есть сила, есть то, что я могу передать вроде с глубокой мыслью. Чему можно у тебя научиться? Да. Если вы не любите слышать свой голос в записи, идите к Жене. Чтобы вы Слушай, полюбите. никто не любит, ведь правда? Раньше Мне переслушиваешь, что это. друг мой сказал один, то что, знаешь что, вот логика речи — это все непонятная хрень. Вот если ты мне сказал бы, что у тебя после этого голос будет лучше, и тёлки тебе будут давать, мне точнее будут давать, то все, я бы пошел. В общем, одна из рекомендаций. На самом деле, тебя просто приятно слушать. Мне кажется, многие приходят, потому что можно 2 часа прослушать, как ты говоришь. Может быть. Ну, я тебе говорю, серьезно. Спасибо. Это так. Я благодарю тебя. Спасибо большое. Спасибо. Снято.